Гигантский нейтринный подводный телескоп запустили на Байкале. С его помощью будут исследовать эволюцию Вселенной. Байкал GVD установлен на глубине около километра. Главная его задача – обнаруживать частицы нейтрино. У них нет заряда, а еще нейтрино имеют совсем маленькую массу и скорость, близкую к скорости света. Ученые считают, что изучение потока этих частиц поможет понять, что происходило во Вселенной миллионы и миллиарды лет назад. Как шаг за шагом, секунда за секундой, даже микросекунда за микросекундой, что происходило в этой Вселенной, как образовывались атомы, молекулы, как они образовывали газы, звезды образовывали галактики. Строительство телескопа началось в 2015 году. Установка состоит из системы глубоководных станций, вертикальных гирлянд и стальных тросов, прикрепленных ко дну Байкала якорями. К тросам подвешены оптические модули. Также есть электронные модули, которые обеспечивают электропитание, сбор данных и управление телескопом. Сейчас Байкал GVD считается крупнейшим в северном полушарии. По сути, это не просто запуск очередной научной станции, а новый этап развития еще совсем молодой науки – нейтринной астрофизики. Триллионы нейтрино ежесекундно проходят через нашу планету, как вода сквозь сито. Их не остановить, но вот отследить, как выяснили еще советские ученые, вполне возможно. Таким ситом для нейтрино является как раз вода. Любое глубоководное озеро или море может служить таким замечательным детектором. Достаточно экспериментальную установку установить на большой глубине. Дело в том, что, проходя через толщу воды, нейтрино излучают слабый сигнал. Чтобы зафиксировать его, нужно растянуть на глубине сеть из тысяч датчиков, упакованных в водонепроницаемые шары. Байкальский нейтринный телескоп невозможно увидеть, ведь он целиком скрыт под водой. А вот представить масштаб конструкции проще простого. В ширину сеть датчиков примерно полкилометра, это как если положить на дно Байкала Останкинскую телебашню. А чтобы оценить высоту экспериментальной установки, нужно мысленно поставить друг на друга две таких. По этому же принципу в Средиземном море была построена Европейская нейтринная обсерватория Антарес. А на американской антарктической станции, где датчики вморозили прямо в ледяной панцирь Южного полюса, запустили установку IceCube. Но Байкал в этом плане оказался еще более подходящим местом. Кристально-прозрачная пресная вода и отсутствие водорослей делает эксперимент максимально чистым. А крепкий лед зимой позволяет легко монтировать установку. Немаловажно и наличие рядом в Иркутске крупной научной базы. Для региона это тоже огромный шаг вперед.